Поработаем с изомальтом. Покажу на практике пару примеров, что из него можно сделать. А кому интересно послушать о том, что же такое изомальт, то переходите по ссылке в описании. И не забудьте подписаться на канал, чтобы видеть меня чаще. Начнем с приготовления леденцов. Я буду делать в специальной форме, но без нее вполне можно обойтись, выливая смесь на силиконовый коврик. Всыпаем изомальт в сотейник с толстым дном. Можно добавить немного воды из расчета 1 часть воды на 3-4 части изомальта. По внешнему виду это должно напоминать мокрый песок. Доводим смесь до кипения, не мешая. Время от времени немного покачиваем емкость, чтобы изомальт нагревался равномерно. На этом этапе можно добавить краситель. Я специально выбрала голубой, чтобы показать, какой насыщенный цвет можно получить. Любые оттенки синего, от нежно-голубого до насыщенного индиго. В отличие от карамели, изомальт сам по себе прозрачен и не меняет цвет красителя. Чтобы получить полностью готовую массу, ее надо варить до температуры примерно 170 градусов. Без использования термометра это тоже несложно. Варим несколько минут после закипания. Именно это даст изделиям с изомальта желаемую прозрачность. Затем снимаем с огня и очень быстро останавливаем рост температуры. Опускаем сотейник в емкость с холодной водой. Дожидаемся, когда перестанут появляться пузырьки кипения. Слегка покачивая, разгоняем образовавшиеся пузыри до получения однородной прозрачной жидкости. И можно использовать. Заливаем горячую смесь в форму. Для леденцов с начинкой заливаем немного раствора и укладываем декор. Это могут быть вафельные картинки, кусочки фруктов или орехов, засушенные цветы, сахарный декор в виде жемчужинок и много-много другое. Уложили, и теперь нужно залить сверху еще одной порцией изомальта. Пока я возилась с декором, моя смесь сильно загустела и плохо льется. Но это совсем не страшно, так как изомальт термообратим. То есть его можно нагревать и охлаждать снова и снова. Подогреваю до нужной мне тягучести и заливаю. Отправляем леденцы остывать. И помним про влажность. Во влажной среде изомальт плохо застывает и остается липким. Поэтому лучше не работать с ним во влажном помещении или в дождливую погоду. Когда леденцы полностью застынут, аккуратно достаем их из формы. Для леденцов с начинкой, конечно, лучше окрашивать изомальт в менее насыщенные цвета, а для вафельных картинок так и вовсе использовать неокрашенный. Когда мы готовим леденцы в силиконовых формах типа моей, более гладкой, ровной и красивой получается нижняя сторона, поэтому рекомендую располагать декор в ту сторону. А теперь мое любимое – фантазийный декор для торта и десертов. Снова нагреваем изомальт на медленном огне до полного растворения. Добавляем нужный цвет. Не пугайтесь, если смесь начнет пузыриться. Это нормальная реакция изомальта на краситель. Как следует размешиваем и отставляем в сторону. Сминаем пергамент для выпечки. Выравниваем и кладем на ровную поверхность. Наливаем на него спирт или водку так, чтобы образовались крупные капли. А теперь выливаем сверху горячий изомальт. Берем пергамент за края и наклоняем его в разные стороны, образовывая желаемый размер и форму. Изомальт будет пузыриться и лопаться. Это испаряется спирт от горячего изомальта, и его пары прорываются наружу, формируя разрывы и отверстия. Оставляем до полного остывания и кристаллизации. А теперь аккуратно снимаем пергамент, отделяя его от застывшей фигуры. Вот такой интересный декор у нас получился. Он пористый, с пузырьками и имеет неправильную форму. Очень оригинально он смотрится на современных муссовых тортах. Хотите еще вариантов декора из изомальта? Делитесь этим видео в соцсетях, и как только оно наберет 250 лайков, я покажу более сложные и интересные способы работы.